Тем, кто ленится готовить голубцы, предлагаю отличный рецепт ленивой запеканки, по вкусу очень похожей на голубцы. Сначала отварим до полуготовности рис в пропорции 1 к 1. У меня 200-граммовый стакан. Посолим по вкусу и ставим на плиту варить. Чистим 3 морковки среднего размера и натираем их на крупной терке. И пока откладываем в сторонку. Тем временем рис уже приготовился. Перекладываем его в тарелку и оставляем остывать. Дальше чистим одну большую луковицу и нарезаем ее на небольшие кусочки. Одной большой будет достаточно. В разогретую сковороду добавляем растительное масло. Туда же высыпаем нарезанный лук, затем натертую морковь. Перемешиваем и обжариваем на небольшом огне. Теперь дело за капустой. Я использовала целый качан капусты весом около килограмма. Нарезаем ее или натираем, это как кому удобно, и отправляем в сковороду к луку и моркови. Перемешиваем, добавляем стакан воды и накрываем крышкой, пусть тушится. Подготавливаем зелень. Я взяла только петрушку, но можно взять и укроп. К рису кладем мясной фарш. У меня его было грамм 400. Солим. Из специй я добавила лишь черный перец. Солим и перчим наши овощи. Можете добавить ваши любимые специи. А дальше кладем к овощам петрушку. Перемешиваем и продолжаем тушить. Хорошенько смешиваем рис с фаршем и готовим форму для запекания. Можно, как я, застелить ее пергаментом. Смазываем форму растительным маслом. На низ кладем овощной слой. Сверху мясной. Затем снова овощной, мясной и завершаем овощным. Обильно заливаем томатным соусом и проделываем отверстие по всей поверхности, чтобы туда проник соус. Запекать при 180 градусах 40 минут. Натираем 100 грамм сыра, вынимаем запеканку и посыпаем ее этим сыром. И снова запекаем 15 минут. Запах в доме, как от настоящих голубцов. Запеканка очень хорошо держит форму, легко нарезается на кусочки и вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Подавать со сметанкой. Ну а для совсем ленивых можно просто смешать все продукты, не выкладывая слоями. Приятного аппетита! Готовим сегодня вкусный и сытный закрытый пирог с консервированным тунцом и овощами. Никуда не обойтись без лука. Поэтому берем одну луковицу, чистим ее от шелухи. Вот вам лайфхак для особо хозяйственных хозяек. Шелуху сохраняем, ею можно будет потом покрасить волосы. Нарезаем луковицу на маленькие кусочки. Еще один совет. Чтобы не плакать от лука, поручите нарезать его кому-то другому. В разогретую сковороду наливаем растительное масло. Я использую оливковое, но это не принципиально. Выкладываем туда нарезанный чужими руками лук и оставляем пассероваться на небольшом огне чуть ниже среднего. Болгарский перчик нарезаем как кому удобно, главное не сильно крупно. Я нашинковала половинку крупного перца. Если не любите перец, то класть его в пирог не обязательно. Отправляем перец в сковороду к луку. Огонь не увеличиваем. Смешиваем все и пусть тушится. Чистим картошку. Если хотите очень овощной пирог, возьмите 2 картофелины. Картошка хорошо сочетается с тунцом, поэтому без нее в этом пироге никуда. Натираем картошку на крупной терке. Откладываем ее отдельно, так как обжаривать картошку мы не будем. Для теста нужно 3 яйца, 180 мл сливок или сметаны, солим, добавляем 2 столовые ложки майонеза. Вместо майонеза я добавила йогурт 10% жирности. Да, бывает и такое для тех, кто боится похудеть. Просеиваем 10 столовых ложек муки. Это делается для того, чтобы тесто было более воздушным и пушистым. Также в муку просеиваем 1 чайную ложку разрыхлителя. Все смешиваем, чтобы не было комочков. Можно, конечно, избавляться от комочков самостоятельно, но проще воспользоваться блендером, что я и сделала. В этот раз я решила добавить в пирог укроп. Хотя, по правде говоря, без него пирог мне нравится больше. Итак, начинка. Укроп, 100 грамм творожного сыра, 3 столовые ложки тунца, немного остывший обжаренный лук и перчик, натертый картофель. Солим и перчим по вкусу. Учитываем, что сыр и тунец уже содержат соль.
Все равномерно смешиваем. Начинка готова. Половину теста выливаем в форму. Я застилаю форму пергаментом, чтобы проще было доставать пирог. Тесто, как вы видите, жидкое. Сверху выкладываем начинку. Вы можете брать большую или меньшую форму и таким образом регулировать толщину пирога. И заливаем оставшимся тестом. Кстати, можно взять кольцо для кекса. Получится симпатично. Накрываем фольгой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 25-30, в зависимости от вашей духовки. Пирог получился тяжелый по весу и очень вкусный по вкусу. Дайте ему полностью остыть. Хранить в холодильнике. Имейте в виду, что этот пирог получается очень сытным и вполне может сойти за завтрак. Приятного аппетита!